президента России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. По сообщениям пресс-службы Кремля, во время разговора обсуждалось в том числе сотрудничество в сфере энергетики. Все, точка. Вот попробую расшифровать, о чем могла идти речь. То есть у нас сейчас сеанс экзорцизма. Давайте попробуем отгадать. Вот, нет, гадать на кофейной гуще точно не будем, но мы помним... Ну, я вот могу сейчас варианты накидывать, я же за них не отвечаю. Я предполагаю, потому что действительно не знаю, о чем шла речь. Ну, как вариант. Вот руководство Казахстана было первым государством, которое вычеркнуло Талибан из списка запрещенных организаций. Вчера такой же шаг сделала Российская Федерация. Может, они это обсуждали? Могли обсуждать? Конечно. Могли. Могли они обсуждать то, что в ближайшее время, вот в мае-в июне, должно начаться строительство сразу 3 угольных электростанций российской компании «Интеррау» на территории Казахстана. Тоже могли. У меня сегодня был видеомост с Казахстаном. Там сообщили, что появилась еще и 4-я угольная электростанция. Тоже российская компания. Я подробности еще не успел узнать. Они меня просто ошарашили. Было в прошлом году соглашение по 3 новым угольным электростанциям. Сейчас уже 4. У нас в прессе как-то вот этого не успела уловить. Но поскольку в видеомосте принимал участие сотрудник Министерства энергетики Казахстана, вряд ли он ошибся. Вот очень вряд ли. Могло это обсуждаться? Да, конечно. Тем более, что если отбросить вот все политические интриги, склоки и прочие расследования, Россия и Казахстан, вот 2 государства, которые в энергетике связаны между собой, ну, вот как звенья одной цепи, ничего здесь не сделаешь. Напомню, что крупнейшая угольная электростанция России, Рефтинская, работает на Экибастузском угле. Единственная компания, которая ведет добычу на разрезах на Экибастузском бассейне, принадлежит российским компаниям. Вот как нас друг от друга? Не получается. Такая же картина по перетокам электроэнергии. В зимнее время Казахстан зачастую энергодефицитен. Перетоки идут из объединенной энергосистемы Урала и из объединенной энергосистемы Сибири. Но перетоки не в одну сторону. Казахстан успевает рассчитываться киловатт-часами, там, может быть, по деньгам по-разному, потому что обычно из России поставки идут в момент пикового спроса, рассчитываются в ночное время. Но, тем не менее, это никогда не останавливалось. Сейчас возникло уже дополнительное соглашение между нашим системным оператором и Центральным диспетчерским управлением Казахстана, чтобы, ну, как-то систематизировать вот эти поставки, чтобы они не были «спасай, беги», заранее резервировали, чтобы это аккуратно все проходило. Может быть, об этом. Может быть, вот то, что мы обсуждали на предыдущей передаче. Один из сотрудников МИДа Казахстана вдруг заговорил о том, что вот будет большое сотрудничество по строительству атомных электростанций. Вот и министра... А разве он не сотрудник Министерства иностранных дел? Сотрудник Министерства иностранных дел. Ну, давай уже говорить о том, что это хорошо, министр иностранных дел. Хорошо. Могу напомнить и мнение господина Токаева, которое абсолютно с инженерной точки, с энергетической точки зрения обосновано, что одной атомной электростанции Казахстана будет мало. Это очевидно. Их нужно минимум 3. Может быть, вот на эту тему рассуждали. Может быть, вспоминали, к примеру, о том, что Казахстан освоил производство ядерного топлива, но по французским технологиям. По французским технологиям, но для Китая. Вот удивительно. Рядом просто, так скажем, первая волна строительства атомных электростанций на территории Китая шла по французским технологиям. Для Казахстана это максимально удобно. Ядерное топливо производим. Можно договариваться с Китаем, можно договариваться с Францией. Технология одна и та же. Может быть, на эту тему были переговоры. Нельзя забывать о том, что Казахстан по-прежнему контролирует рынок урановой руды. Так, надо вещи своими именами называть. Можно, конечно, говорить, что, ну, подумаешь, доля всего 44% от мировой. Ну, мелочи какие. Ну, если вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству, могу напомнить, что объем добычи в России – это еще 9% мирового рынка, рядышком дружеский Казахстан, еще 7%, на троих, простите, контрольный пакет. Может быть, вот... Я же гадаю сейчас, у меня же гипотезы самые разные выскакивают.
не гадай, ты, скажем так, делаешь предположение. Я делаю предположение. Одно из предположений, почему действительно ситуация могла быть связана с Афганистаном. Напомню, что в свое время господин Мирзиёев предложил так называемый проект века. На мой взгляд, он вполне отвечает. Это трансафганская железная дорога, так ее называют, из Узбекистана через Афганистан в Пакистан и вплоть до границы с Индией. Если удастся договориться, то дальше. Железнодорожная колея у Пакистана и Индии одинаковая. То есть можно до Шри-Ланки дойти. Но это господин Мирзиёев может говорить, что это трансафганская железная дорога. Для нас это трансказахстанская, трансузбекистана. Очень длинное название. То есть без сотрудничества в этом направлении с Казахстаном мы в этом проекте участия не можем принимать просто физически. У нас нет прямой границы с Узбекистаном. А колея одна. А транзит грузов, наращивание грузооборота вот не банковского, так скажем, когда мы в Сингапуре купили, в Малайзии продали, но банк отразил, это наш товарооборот. Ну, это замечательно. Но мы как-то привыкли к караванным тропам, которые живут дольше, чем государство. Если мы научимся их строить, это надолго, совсем надолго. Может быть, на эту тему были разговоры, а почему это может касаться энергетики, тоже очевидно. Пакистан энергодефицитен, своих крупных месторождений угля и природного газа нету. Транспортировать в Пакистан можно по-разному. Но если кто-то помнит географию, либо через порты Дальнего Востока, либо через порты нашего Черного моря, ну, тогда пролив, Средиземноморские проливы, либо наши западные границы, ну, в общем, неудобно. А вот напрямую по железной дороге, я думаю, что может оказаться еще и выгоднее с экономической точки зрения, не говоря уже о скорости всего этого. Так что все это интересно, и тем для беседы между президентами России и Казахстана бесконечное количество. Не говоря уже о приближающемся 9 мая. Ну, это естественно, эти темы пресс-служба Кремля отметила отдельно, но в рамках нашей с тобой программы я заинтересовался вот этой может быть, одной строкой. Может быть, господин Токаев заинтересовался, как «Газпром» обеспечил работу вечных огней в режиме вечных огней. Тоже интересный опыт. Может быть, вот и этим можем поделиться. «Газпрому» отдельное спасибо. Действительно большая работа сделана. К теме 80-летия Победы мы, наверное, вернемся с тобой поближе к маю месяцу. А пока вот раз ты упомянул уже уран, Казахстан, несколько новостей на эту Слова синонимы. Уран и Казахстан. А еще есть Узбекистан и Россия. Так вот, на фоне Казахстана мы все... Да, наброшу тебе несколько новостей из урановой тематики. Первая связана с Казахстаном. Казатомпром и чешская компания ЧЕС подписали контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана для атомных электростанций Чехии. И насколько идет информация, это треть потребностей АЭС Темелин, которая использует, по-моему, наши еще ВВР-1000, да? ВВР-1000, но они протестировали топливо от Вестингауза, причем с инженерной точки зрения все было аккуратно. После тех ошибок, которые были в нулевых годах, сейчас все было сделано технически грамотно. Взяли 6 тепловыделяющих сборок, они простояли 1,5 года в активной зоне, проведены постреакторные исследования. Вот после того, как чешские специалисты и чешские регуляторы, прежде всего государственные, убедились, что да, кондиционное топливо, никакого вреда станции не будет, все нормативы безопасности соблюдаются, я думаю, что сейчас пойдет контракт именно с Вестингаузом. В Европе любят это называть словом диверсификация, но топливо для ВВР-1000 производят на этой планете 2 компании. ТВЭЛ, холдинг топливный Росатома, и Вестингаус. Вот диверсификация в данной ситуации звучит традиционно по-европейски умно. Я опять корректно высказался, все хорошо? Более чем. Я думаю, что поставки, да, почему бы и нет. Не исключаю, что они пойдут сразу в Швецию, где расположен завод компании Вестингаус. Это привычный маршрут до Санкт-Петербурга. Так называемые ядерные грузы ходят давно. Все отработано. И наш Ростехнадзор, и казахстанские знают, как все это делается, какие вагоны для этого нужны, какие режимы физической безопасности. Ну, а от Санкт-Петербурга до Швеции там, в общем-то, уже и совсем недалеко.
простой маршрут для того, чтобы в Чехию поступало уже готовое ядерное топливо, потому что своих технологий по обогащению урановой руды ни у Казахстана, ни у Чехии нет, значит, чьи-то услуги все равно потребуются. Ну, вот я не зря упомянул Узбекистан. Следующая новость. 15 апреля в Джизаке стартовало возведение строительно-монтажной базы в рамках реализации проекта атомной электростанции малой мощности с реактором РИТМ-200Н, что означает наземный. Это первая новость, которая пришла на этой неделе. И вот новость, которая уран, сырье. Замдиректора дирекции по строительству АЭС УзАтома Атабек Аманов в нашем же пресс-центре «Спутник Узбекистан» поделился новостью, что Россия и Узбекистан договорились использовать добываемый в республике уран в качестве сырья для топлива атомной электростанции. Узбекистан занимает 10-е место в мире по запасам урановой руды, 5-е по объему добычи, и произведенный в Узбекистане уран не используется и уходит на экспорт. То есть я так понимаю, что сейчас Россия и Узбекистан будут вместе реализовывать проекты для подготовленного сырья для наших атомных электростанций. Ну, я думаю, что в Узбекистане поговорка «сапожник без сапог нравится», но только если она не по отношению к Узбекистану. Было бы очень странно, если бы Узбекистан добываемый у себя уран не использовал для своей же атомной электростанции. Это один момент. Второй момент. Руководитель Узатома говорил об этом и ранее. Вот мы с тобой разбирали его большое интервью одному из казахстанских блогеров. Он говорил о том, что это соглашение прорабатывается, оно совершенно очевидно и должно было быть реализовано. Связано это с тем, что для атомных станций малой мощности требуется уран с обогащением по делящемуся материалу по изотопу уран-235 в 19,75%. Вот здесь диверсификация не очень получается, потому что производитель на планете ровно один. Топливный дивизион Росатома ТВЭЛ. Можно, конечно... вариантов нет, просто больше никто не делает. Так что соглашение, на мой взгляд, выглядит совершенно естественно. У Узбекистана мало того, что и так объем добычи достаточно хороший. Геологи там поработали, есть несколько нетронутых месторождений, то есть объем добычи можно и наращивать. Если наращивать для самих себя, наверное, это самый правильный подход. Мне так кажется. Так что процесс не будет быстрым, если речь о новом месторождении, то требуется время, но и строительство атомной электростанции, вот подготовительный этап, стартовать она может, но вот будем следить за прессой. Выстрел стартового пистолета – это лицензия государственного надзорного органа на начало строительства. Без этого документа никто ничего делать не будет. Подготовительная работа, общестроительная, да, конечно. Да, площадка под подсобное помещение, под то, чтобы разместить вахтовый городок, обеспечить склады для техники, для горюче-смазочных материалов и так далее, конечно, тоже надо делать. Вот на этой лицензии это не требуется. Если стороны пришли к выводу, что пора начинать, значит, можно начинать. А дальше все только государственный регулятор. Борис, я правильно понимаю о том, что вот этот совместный проект по производству топлива, да, это вот практически десятилетия, да, которые закрепляют сотрудничество между Россией и Узбекистаном? Совершенно очевидно. Я вообще рассчитываю на то, что сотрудничество будет идти не только вот в топливном направлении. Мы с тобой уже перебирали, насколько тщательно Узбекистан подошел к подготовке специалистов для своей атомной электростанции. Первый в истории филиал МИФИ за рубежом, именно в Ташкенте. И первый опыт строительства атомных станций малой мощности, еще из нескольких блоков, тоже будут получать не только российские специалисты, но и специалисты из Узбекистана. То, что Росатом охотно привлекает к своим проектам строителей из бывших советских республик, я говорил уже, что белорусские строительные компании замечены на Рупуре в Бангладеш, греются на солнышке в Египте, берег Средиземного моря, пляж, чего ж не поработать. И последняя информация по этому поводу, что была у меня, что белорусский десант готовится высаживаться в Венгрии. Здесь поближе ездить недалеко. То есть атомная электростанция ПАКШ-2 тоже с участием белорусских компаний. Опыт, который был получен при строительстве белорусской атомной электростанции, вот он реализуется, и это правильно.
Если специалисты из Узбекистана будут помогать строить атомные станции малой мощности по планете, ну, кто же от этого проиграет? Только выиграем. Заказов много. Я надеюсь, что переговоры, вот я недавно вычитал новое красивое модное слово, будут финализироваться. Несколько шокирован был. То есть слова «завершаться» нет. Будут финализироваться. Есть проработки, целый ряд стран, не будем перебирать, чтобы не сглазить. Но ближайший комплект строительных компаний, которые такие работы будут знать как свои 5 пальцев, возникнет вот в Жизакской области. Так что еще одно направление. В 30-е годы завершение станции, как ты думаешь, получится ли китайский опыт, когда была возведена станция с уменьшением срока строительства? Ну, это большая атомная электростанция, там тоже ВВР-1000. Ну, на тот момент других проектов не было, тем более, что если мы говорим про атомную электростанцию Тяньвань, то это первый случай, когда реакторная установка получила так называемую ловушку расплава. Предусмотрено это было в тот момент, когда подписывали договор. В 1999 году, за 12 лет до всех событий на Фукусиме. Тут опыт уникальный. Проект Узбекистана уникален тем, что это первый такой многоблочный проект атомной станции малой мощности, да еще и за рубежом. Здесь только свой опыт. Других быть не может. Ну что ж, и давай завершим нашу сегодняшнюю программу тоже атомной темой. На днях прозвучала новость, давай разберем ее чуть подробнее. Атомную энерготехнологическую станцию АЭТЭС по производству водорода стоимостью 500 миллиардов рублей планируют построить в Татарстане. Об этом заявил глава района Менделеевского в Татарстане, на территории которого будут работать зоны свободной торговли. Ну, не свободной торговли, как-то они называются Открытая экономическая зона. Открытая экономическая зона, да. Территория с налоговыми льготами. Да, вот расскажи, пожалуйста, что за вот эти атомные станции, и, насколько я помню, в 23-м году замгендиректора ОКБМ Африкантова, это предприятие Росатома, Виталий Петрунин говорил о том, что Росатом планирует ввести в эксплуатацию атомную энерготехнологическую станцию по производству водорода в 2035 году. И как раз речь шла про Татарстан. Прошло, 2 года, да, чуть больше. И вот уже глава района говорит о том, планы есть. Что за станция? И мы подготовили несколько слайдов. Ты рассказывай про станцию и говори, когда мы можем вывести в эфир слайд, чтобы понимать, о чем идет речь. Да, выводить можно хоть сейчас, потому что это новая аббревиатура, будем осваивать. Атомная электротехнологическая станция. Говорят о производстве водорода. Выглядит она приблизительно вот так. Ничего не понятно. Расшифровка в наших центральных СМИ так и не последовала. Вот есть АЭТС. Что к чему. На самом деле, вещь совершенно революционная, опять же. Не первый раз у нас такое возникает. База – это реакторная установка поколения FO, Generation FO, поколение 4. Это не один какой-то реактор поколения 4, их много. Самые известные – это реакторы на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением, БН-600, БН-800. Еще до того, как международная атомная общественность сформулировала, что относится к поколению 4, они у нас уже работают. Все в порядке. Можем продолжать дальше. Одно из направлений, так называемые высокотемпературные газовые реакторы. Впервые такие были построены в Великобритании. Ядерная гонка, та самая. Уран-графитовые реакторы, но охлаждение за счет углекислого газа. Это сейчас с ним борются, а тогда он был нужен. Но эта технология тихо умерла, потому что не пошла, просто не пошла. Теоретические разработки, что если в качестве охладителя использовать гелий, то гелий способен выносить из активной зоны куда как более высокую температуру. Если говорить о том, как это проработано теоретически, от 900 градусов до 1000. Более чем достаточно.
Что производить на таком топливе? Ну, в Китае пошли по своему пути. У них эти два реактора работают, ВТГР. Да, действительно, они гелевые. Они два блока на одну электрическую турбину. Сначала вот этот гелий в теплообменнике отдает температуру для отопления города. Немножечко теряет температуру, приходит на турбину. Температуру выгоднее терять, потому что если 1000 градусов забрать в теплообменнике и принести на турбину, температура плавления стали 1200 градусов, она мягкой станет. Выгоднее использовать в каких-то технологических процессах, что в названии отражено. Речь идет о синтезе водорода, но ровно так же его можно использовать для синтеза аммиака. А это намного сейчас востребованнее. Ну да, мне кажется, что решать будет в этот раз не Росатом, а как раз заказчик. Татарстан такой наш химический центр, способный перерабатывать свою вязкую нефть и газ, и все попутное, и все что угодно. То есть надо шапочку-то снять, если была бы, вот сейчас бы точно снял, потому что из той нефти, того качества, которое есть, забирается, по-моему, не 100%, а даже больше. И шины производятся, и технический углерод, и все что угодно. Там много чего делается. Как будет использовать, я думаю, что будет решать руководство Татарстана. Потому что строительство не будет быстрым. Если все пройдет как задумано, то это середина 30-х годов.